Вот кое-где, кое-когда есть с кем водится беда. От преступлений пострадал, мошенникам свой адрес дал, в машину к незнакомцу сел, об этом быстро пожалел. И кто же им поможет всем? Виктима Профилактова. Виктима Профилактова? Виктима Профилактова. Навсегда. Как-то летом на рассвете Гриша вышел в интернет и тотчас же подключился к социальной сети он. Много разных незнакомцев Гриша в сети повстречал и скорее всех друзьями без разбору объявил. Перед новыми друзьями стал он хвастаться потом и показывать им начал фотографии свои, что у Гришиного папы есть компьютер на столе, а у мамы есть на кухне старый бабушкин сервиз. А еще у них в гостиной телевизор новый есть. А еще они на месяц уезжают отдыхать. Только в сети социальной среди Гришиных друзей оказался, к сожалению, нехороший человек. И когда домой вернулись после отпуска они, то увидели, что дома, к сожалению, больше нет телевизора, сервиза и компьютера нигде. И горючими слезами разрыдался Гриша вдруг. Профилактова Виктима плач мальчишки услыхала, и на помощь в тот же миг быстро Грише прилетела. Человека нехорошего Профилактова нашла и украденные вещи попросила возвратить. А еще она сказала очень нужные слова. Уважаемые дети, постарайтесь избегать информации делиться с незнакомыми людьми. Если вещи дорогие в доме вашем дети есть, фотографии этих детей не выкладывайте в сеть, потому что все возможно, все бывает, так сказать, потому что мимо дети я могу не пролетать. Как-то Сашка, первоклашка, заболел болезнью грипп. Кашель, насморк, все такое, можно в школу не ходить. Послонялся он по дому, походил туда-сюда, и в компьютер, между прочим, Саша тоже заходил. Скучно. В это время трижды зазвонил дверной звонок. Это мама, или папа, или кто-нибудь еще. Но не мама и не папа в дом шагнули на порог, а какой-то незнакомец с бородою и с ружьем. Тут наш Саша испугался, начал прятаться скорей, а какой-то незнакомец начал вещи выносить. Но Профилактова Виктима, знаменитая Виктима, пролетала окон мимо, и как все это увидев, на подмогу поспешила, незнакомца вразумила, вещи по местам сложила, Сашу нашего нашла, и затем она сказала очень важные слова. Саша и все другие дети, дверь, пожалуйста, не надо незнакомцам открывать, потому что все бывает, все возможно, так сказать, потому что мимо дети я могу не пролетать. Как-то Сашенька и Гриша шли из школы вечерком. Шли, смеялись и шутили, было весело им очень. Говорили и про школу, про девчонок, про столовку. А потом ребята вместе, на обедах сэкономив, стали денежки считать. Денег вышло там немало,
и от радости совсем закричали во все горло, что теперь они богаты, что потратят эти деньги на все то, что захотят. Но услышал эту радость незнакомый мужичок и решил пойти за ними, чтобы деньги те украсть. Испугались мальчишки, начали на помощь звать. К счастью, пролетала мимо Профилактова Виктима и услышала эти крики, что мальчишки издавали. Незнакомец испугался, да и след его простыл. Подошла тогда Виктима к деткам, плачущим навзрыд. А потом она сказала очень важные слова. Если вещи дорогие вдруг имеются у вас, будь то деньги, украшения или, может быть, айфон, никогда не доставайте их на улице, друзья. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать, потому что мимо, дети, я могу не пролетать.